Эдриан Ньюи – один из самых успешных конструкторов автоспорта. Он работал на постах главного конструктора и технического директора трех самых известных команд в Формуле-1. Под руководством и при непосредственном участии Ньюи были разработаны самые быстрые автомобили в классе Формула-1, пусть они и не всегда приносили чемпионские титулы. Посмотрите на список чемпионов мира с 1988 года, когда первый автомобиль, сконструированный Ньюи, вышел на старт. А теперь отметим тех чемпионов, которые ездили на автомобилях, спроектированных Ньюи. 11 из 34. Это 1/3 чемпионских титулов. Здравствуйте, уважаемые зрители, вы смотрите канал Инженер. Эдриан Ньюи написал книгу в виде автобиографии. Книга вышла в 2017 году. В 2018 была переведена на русский язык. Книга содержит как истории из личной жизни конструктора, так и техническое описание гоночных машин. Поэтому ее можно прочитать как тем, кто интересуется автогонками, и в частности Формулой-1, так и тем, кто увлекается биографиями известных людей. Канал Инженер в первую очередь интересует техника и технологии. При чтении складывается такое впечатление, что перевод осуществлялся гуманитарием, отказавшимся от услуг технических консультантов. В тех местах книги, где дело касается техники, иногда возникает непонимание, связанное с запутанным переводом. Текст содержит перевод типа «Spring» – «весна». Яркий пример – собачья коробка передач. В действительности имеется в виду обычная механическая коробка передач, в которой передачи переключаются кулачковыми муфтами. И если здесь разобраться относительно просто, то с переводом устройства и работы, например, подвески, переводчик запутался окончательно. В остальном же Эдриан Ньюи описывает технические детали созданных автомобилей с достаточной точностью. Конечно, если это не связано с засекреченной информацией. Отмеченные победы в начале видео – это еще не все успешные результаты деятельности Ньюи. Практически во всех чемпионатах, в которых принимали участие автомобили Эдриана Ньюи, они боролись за чемпионство или, по крайней мере, демонстрировали неплохую скорость. В 1988 году, когда Макларен поставил рекорд по числу побед в одном чемпионате, о чем на канале есть видео, смотрите подсказку и ссылку в описании, Ньюи спроектировал March 881, который показывал неплохие результаты. Хромала надежность, но скорость с атмосферным двигателем позволяла в некоторых гонках на равных соперничать с автомобилями Макларен, имеющими турбированный двигатель. В 1994 году, несмотря на трагедию с Айртоном Сенной, Дэймон Хилл на автомобиле Williams FW16 смог соревноваться с Михаэлем Шумахером и проиграл ему только в последнем гран-при, как многие считают, благодаря неспортивному поведению семикратного чемпиона мира. В 2000 году соперничество Мики Хаккинена на автомобиле McLaren MP415 с Михаэлем Шумахером тоже было близким. Как и Кими Райкконена в 2003 и 2005 годах с Михаэлем Шумахером и Фернандо Алонсо, соответственно, на автомобилях McLaren MP4-17D и MP4-20. В 2003 году Райкконен проиграл титул чемпиона из-за недоразумения на Гран-при Бразилии. Если бы не двойные диффузоры Brown GP, то в 2009 году титул достался бы Феттелю с автомобилем Red Bull RB5. После 2013 года Эдриан Ньюи начал отходить от дел и меньше времени уделять конструированию гоночных автомобилей. Победное шествие Mercedes с 2014 по 2020 годы Ньюи считает результатом нового регламента, который основную роль в формировании конкурентоспособности отвел силовой установке, а последняя лучше всего удалась команде Mercedes. При этом пилоты Red Bull всегда были готовы перехватить инициативу лидерства и даже выигрывали гонки. В 2020 году соперничество стало более серьезным и закончилось в 2021 году
чемпионским титулом Макса Ферстаппена на Red Bull RB16B. Основной чертой автомобилей Ньюи является детально проработанная аэродинамика. Еще бы, он же специалист по аэродинамике. Окончил университет Саутгемптона в 1980 году. Первая степень с отличием в области аэронавтики, инженер-аэродинамик. Какие же инструменты используют подобные специалисты в своей работе? Кроме аэродинамических труб, применявшихся еще в 80-х, когда Ньюи пришел в Формулу-1, теперь используется программное обеспечение CFD – Computational Fluid Dynamics – вычислительная гидродинамика. Такая программа позволяет моделировать движение воздуха вокруг автомобиля. Конечно, прогнозирование реального поведения воздушного потока не 100% соответствует реальности, но позволяет определить направление совершенствования конструкции. А при исследовании мелких элементов сложной конфигурации такой инструмент является вообще незаменимым, так как в аэродинамической трубе вообще невозможно изучить поведение воздушного потока вокруг таких элементов. Несмотря на наличие современных компьютерных технологий, без аэродинамических труб в Формуле-1 не обходится до сих пор, но они отличаются возросшими возможностями. Построенная в середине 80-х годов 20 века аэродинамическая труба компании Honda имела мощность 109 кВт и максимальную скорость воздушного потока 126 км в час. В аэродинамической трубе компании BAR British American Racing, участвовавшей в чемпионате Формулы-1 в начале 2000-х годов, можно было продувать модели в масштабе 50%. Вентилятор приводился двигателем мощностью 590 кВт. Специальная стальная лента под автомобилем, имитирующая движение дороги относительно автомобиля, разгонялась до 140 км в час. На модель устанавливалось 300 датчиков, информация с которых обрабатывалась компьютером и выдавалась в пригодном для анализа виде. Команда Ferrari может обдувать в своей аэродинамической трубе полномасштабные модели вентилятором с мощностью двигателя 2355 кВт. Команды Формулы-1 продувают модели автомобилей в масштабах 50, 40 и 25%. Естественно, что все результаты исследований уменьшенных копий необходимо пересчитывать для их распространения на полноразмерный автомобиль. В 2004 году компания Zauber, спонсируемая российской компанией МТС, построила с привлечением подрядчика аэродинамическую трубу стоимостью $55 миллионов, которая превосходила все аналогичные сооружения, применявшиеся в Формуле-1 ранее. Масса трубы составляет 480 тонн, длина 141 метр. Такие размеры позволяют продувать не только модели в масштабе 50%, но и полноразмерные автомобили. Сооружение представляет собой замкнутый тоннель круглого сечения. Это позволяет снизить энергозатраты при работе трубы. Применен одноосный вентилятор массой 66 тонн. Максимальная мощность двигателя вентилятора 3000 кВт, что позволяет достигать скорости воздушного потока до 300 км в час. Аэродинамическая труба Zauber рассчитана на продувку двух 60% моделей, установленных одна за другой. Вообще рекомендуется продувать модели, имеющие площадь фронтального сечения не более 6% от площади сечения трубы. В таком случае структура потока не сильно отличается от реального, и результаты испытаний не искажаются. Бегущая стальная лента под моделью разгоняется до 300 км в час. Для имитации поворота дорожка может поворачиваться на 10 градусов относительно вертикальной оси. Из-под нее во время исследований постоянно откачивают воздух, чтобы она не присасывалась к днищу автомобиля из-за возникающего разрежения. Модель в трубе крепится с помощью аэродинамически нейтральных стержней. Работа выхлопной системы двигателя внутреннего сгорания может имитироваться путем подвода сжатого воздуха. Набор датчиков, которым оснащают модель,
измеряет силы сопротивления воздуха и прижимную силу. Также иногда используется слабоинформативный, зато сильно эффектный инструмент в виде густого пара или дыма, который пускают перед моделью, чтобы визуально следить за обтеканием поверхности автомобиля воздушным потоком. Аэродинамический отдел команды BAR в свое время имел годовой бюджет в $2 миллиона. По информации Эдриана Ньюи, в современной Формуле-1 над аэродинамикой работает около 90 человек. Еще одним инструментом инженера-аэродинамика является аэродинамическая краска. Такую краску можно использовать как в аэродинамической трубе, так и на дорожных испытаниях во время тестов. Такая краска состоит из люминесцентного порошка, смешанного с парафином и маслом. Краска наносится на детали тонким слоем, так что под силой тяжести не стекает с их поверхности. Но встречный поток воздуха может сдвигать краску, создавая узоры. В процессе продувки парафин испаряется, а порошок остается на поверхности деталей в виде узоров, которые показывают течение потоков воздуха. Обычно применяют краску зеленого цвета. Но в 2016 году, например, команда McLaren разукрасила автомобиль Фернандо Алонсо в разные цвета. Боковые понтоны были окрашены красным цветом, диффузор синим, левая половина переднего антикрыла розовым, а правая зеленым. Так можно более наглядно отследить направление потока воздуха. Кроме аэродинамической краски, на тестах применяют специальные решетки, на которые установлены датчики. Вы их, скорее всего, видели на различных фотографиях, если интересуетесь этим классом автогонок. На время забудем об аэродинамике и попытаемся понять, как Эдриану Ньюи удалось завоевать столько чемпионских титулов для пилотов и потенциально соперничать с чемпионами в каждом втором чемпионате. Переходя из команды в команду, он уносил в голове образ той конструкции, которую создавал ранее. Поэтому все его автомобили – это не проект из чистого листа, а один и тот же проект, который дорабатывался в соответствии с изменявшимся регламентом и новыми идеями автора. Можете проследить за фоторядом автомобилей Формулы-1, разработанных под руководством Ньюи. Общий подход Ньюи к своим проектам в Формуле-1 можно охарактеризовать примером постановки задачи к проектированию его самого первого автомобиля March 881. В тот сезон планировалось использовать атмосферный двигатель JAT. Он хоть и имел 3,5 литра рабочего объема, но сильно уступал турбированным моторам Honda и Ferrari, имеющим 1,5-литровый рабочий объем. Поэтому руководство поставило задачу создать автомобиль, который будет самым лучшим в сезоне среди автомобилей с атмосферными двигателями. Но Ньюи решил сделать автомобиль, который сможет бороться с лидерами, имеющими турбодвигатели.
В результате, благодаря атмосферному двигателю, модель March 881 получилась легкой, а новые технические решения в аэродинамике позволили сильно снизить сопротивление воздуха. И как мы теперь знаем, по скорости автомобиль March 881 действительно мог соревноваться с McLaren MP4/4, но плохая надежность не позволяла занимать высокие места регулярно. Основная задача в проектировании аэродинамической формы автомобиля Формулы-1 состоит в создании как можно большей прижимной силы с минимальным сопротивлением встречному воздушному потоку. Прижимная сила создается за счет переднего и заднего антикрыльев, диффузора и мелких аэродинамических элементов, разбросанных по всему автомобилю. Основной вклад в прижимную силу составляют три первых элемента. Прижимная сила за счет разрежения, создаваемого диффузором под днищем современного автомобиля Формулы-1, достигает 40% от общей прижимной силы. Практически всю оставшуюся прижимную силу создают антикрылья. Они же совместно с открытыми колесами создают основную часть сопротивления движению автомобиля в воздушной среде. Прижимная сила, создаваемая днищем автомобиля, образуется за счет диффузора, который ускоряет поток воздуха под автомобилем за счет того, что в нем поток расширяется и замедляется. Таким образом, исходя из равенства Бернулли, выходит, что более скоростной поток создает меньшее давление на днище автомобиля, а это равносильно прибавке прижимной силы. При максимальной скорости движения автомобиля Формулы-1 поток воздуха под днищем автомобиля протекает приблизительно на 50 км в час быстрее, чем над кузовом автомобиля. В книге «Как построить машину» приводится интересная информация о том, как те или иные технические решения одобряются или запрещаются FIA. Fédération Internationale de l'Automobile. Международная автомобильная федерация. Например, в истории с двойными диффузорами на самом первом Гран-при против Brown GP был подан протест. Первое заявление руководства FIA гласило, что этот элемент аэродинамики не соответствует регламенту, но после некоторых разбирательств конструкция была признана соответствующей. А в отношении лишней педали тормоза на автомобилях McLaren конца 90-х, спустя год после легального ее использования, был наложен запрет. Если говорить о запретах и разрешениях того или иного технического решения, стоит уточнить, Формула-1 – это дорогое удовольствие, и никто не хочет инвестировать большие средства в то, что будет не соответствовать регламенту. Поэтому команды предварительно ведут конфиденциальные беседы с FIA и только после одобрения используют новые разработки в соревнованиях. Так было с тормозной системой McLaren 1998 года, двойным диффузором Brown GP и двухосной рулевой системой Mercedes в 2020 году. В той части книги, где рассказывалось о работе в March в 1988 году и упоминалась борьба с McLaren, была надежда узнать об уникальной трехвальной коробке передач рекордсменов. Но Эдриан Ньюи специалист в аэродинамике, а возможно это просто секрет. Поэтому о коробке McLaren MP4/4 в книге ничего не сказано. Вообще, команды Формулы-1 меньше всего распространяются о конструкциях коробок передач. Те, что рассматриваются в специализированных журналах о Формуле-1, относятся к 60-м, 70-м и 80-м годам 20 века. Но в книге есть информация о разработке командой McLaren коробок передач. Описывается проект коробки передач с двумя сцеплениями, известный как DSG. Конструкция коробки передач позволяет переключать передачи без потери времени. По расчетам команды, это в среднем должно было позволять экономить 0,35 секунды на круге. Но такая коробка оказалась тяжелее стандартной, что сводило все преимущества на нет. Поэтому проект был остановлен, а информация о нем попала на страницы книги. Дальше Эдриан Ньюи бегло упоминает новую разработку коробки с переключением передач без разрыва мощности, основанную на классическом механическом принципе.
Как обеспечивается этот процесс, автор не рассказывает. Но есть подозрение, что команды Формулы-1 вслед за мотоциклетными спортсменами стали применять механизм Zero Shift. Об этом механизме на канале также есть видео, смотрите подсказку и ссылку в описании. Такой механизм позволяет мгновенно переключить передачу вверх. При переключении вниз возникают сложности, но в данном случае они несущественны. В значительной части чемпионских званий существенную роль сыграли находчивые идеи инженерных кадров. Книга рассказывает о борьбе одного конструктора с остальными. Но каждый из остальных мог бы написать не менее увлекательное повествование о борьбе техники и технологий, которое закончилось победой. Это и Гордон Мюррей, и Патрик Хэт, и Росс Браун. Список может продолжить каждый. Как всегда, нажатый палец вверх помогает видео стать более заметным для поисковика YouTube. Ваши вопросы пишите в комментариях. Продолжайте смотреть полезное видео о технике и технологиях на канале Инженер.